Небо тысячи глаз сверху смотрит на нас, только небо одно никого не предал. Снег ли с неба летит, льет ли с неба вода, только небо с тобой. Дорогие друзья, доброго времени суток. Это снова мы, как вы поняли. А значит, нам есть что вам показать. И есть о чем рассказать. Да. Будет немножко нестандартное. Впереди, я думаю, несколько будет видео. Потому что впереди поездка на выходные в Стамбул. Но еду на девичник. Да, еду я одна, еду я в компании своих подруг в честь дня рождения одной из. В общем, это девичник, и пенсионеров туда не берут. Нет, ну просто... Ну не берут, отказались, они сказали, пенсионерка, сиди дома. Ну сейчас все пенсионеры на меня накинутся, какого фиг. Неправда, просто, ну как бы, сами понимаете, ей там будет неинтересно среди... Ну все молодые девочки, да. В общем-то, ну я же не дуэнья на самом-то деле. Я, скажем так, мы вдвоем ездим, потому что друг другу составляем компанию. А когда у меня, у Рыжули есть компания более девичья, то, естественно, в более девичьей компании ей интереснее ехать. Ну, а мне неинтересно с ними ехать. Да, тем более ты их никого не знаешь. Да, честно скажу, и я большую часть никого не знаю. Вот, я знаю только именинницу. Короче, сегодня в ночь... Я туту, самолет на Воркуту. Ну, правда, не на Воркуту, но... Рыжуля улетает в Стамбул на выходные, на девичник. Да. И вы это все посмотрите, все увидите. У нас планов громадье. Хотим везде походить, все посмотреть, но как получится, я уже, честно, не могу сказать. Друзья, ну, всего лишь... 3 дня, даже меньше. Да, в общем, полноценных 2 дня. Ну... Что они все могут посмотреть? Они просто увидят грандиозный Стамбул. Много вкусной еды. Вот. А это самое главное. То, что увидите вы. И то, что она успеет там мельком посмотреть достопримечательности. Единственное, что меня вот на данном этапе огорчает, это перелет авиакомпании «Победа». Вот никогда бы в жизни я не полетела в Победу, если бы не этот случай. Аж самое интересное, мы немножко профукали стоимость, могли улететь туркишами. Почти за эту же цену. Да, но когда пошли покупать билеты, у туркиша она резко подросла, у Победы она резко подросла, и мы улетаем Победой по цене туркишей. Ну, в общем, я уж не знаю, как они так умудрились взять. Ну, это за один день, буквально за один день она решение вскочила. было принято, что они полетят. За там Мелны. Да. Поэтому они решили тут же купить билеты. Может быть, если бы они где-то подождали, может быть, цена бы упала, а может быть, наоборот, еще больше повысил. В общем, что куплено, то свято. Да, вот. У нас здесь всего лишь 10 килограмм туда-обратно. И непонятная ситуация с ручной кладью, которая должна влезть в очень мелкий калибратор. Причем ручная кладь вся, как пишут по отзывам, можно даже утрамбовывать ногой. Главное, чтобы она влезла и крышечка закрылась. В общем, все с вами увидим сегодня ночью. Я поеду, я вам все покажу. Ну а сейчас сборы. Сборы. В общем, такой вот чемоданчик небольшой. Он довольно-таки легкий, у него 2,7 килограмм. Я уже его даже взвесила. Беру вот такие вот, они, правда, зимние, но решила, что попробовать. Там, если дожди, они очень удобные на тракторной подошве и непромокаемые. Если дождик будет, как раз не будет удобно в них ходить. Из одежды все-таки 2 платья. Я не теряю надежду, что куда-то надо будет выбираться вечером, поэтому 2 платья. У нас по программе будет кораблик, ночной Босфор с танцами. 2 свитера. В одном еще свитере я поеду, в 3-м свитере. Запасные джинсы. Теплые колготки, кстати, колготки на самом деле очень теплые, если я найду здесь, они на флисовой основе, по-моему, вот эти вот. Нет, иначе не найду. На флисовой основе очень теплые колготки, мне кажется, под платье будет самое оно. Плотные, хорошие теплые колготки. Ну и, конечно, ту часть поздравлений, которую я везу нашей имениннице, в честь которой мы и собрались поехать
в эту поездку. В принципе, я думаю, это плюс косметика какая-то, личные вещи, дождевик беру, в чем спать, потому что я буду жить в номере с девочкой, которую я не знаю, поэтому беру костюмчик, чтобы спать. Но мне кажется, как раз в 10 килограмм я, в принципе, влезу, и мне кажется, на выходные очень даже должно хватить. Я на это надеюсь. Ну что, мы проснулись. Да, наверное, в смысле с чем-нибудь. Да, какой-нибудь такой кофе. Даже уже практически собралась я. Сейчас у нас начало 5 утра. Пью кофе и двигаю в аэропорт. Вот такие вот. Мама меня провожает. Ну а с вами теперь мы увидимся уже в аэропорту. На улице ночь. Это моя машинка подъезжает. Еще. А блондинка меня провожает. Все, поехала. Ну что, я уже в аэропорту. Зашла, доехали вообще очень быстро, даже неожиданно быстро. Наверное, минут 15 я уже оказалась в аэропорту. Это здесь елка. Так что скоро будет новогоднее настроение. Пока еще, правда, не наряжена, но уже она стоит. Так, смотрим, где наши стоечки. Стоечки. Так, вот Стамбул, 8:05, Победа, 48:50 стойки. Регистрация в 5:05. А сейчас у нас 5 утра ровно. Так, ну что, идем смотреть стоечки. Где-то вот здесь вот 48:50 они должны быть, судя по всему. Я уже упаковала свой багаж, наклеила на наклейку, забыла дома наклейки, пришлось потратиться здесь. 200 рублей стоит наклейка, 750 рублей упаковка багажа. Так, вот она уже, кстати, началась регистрация. Интересно, где это тут? Вон они, Победа, даже интересно, поместится ли мне туда ручная кладь. Ну, судя по всему, моя сумка 100% туда поместится, это даже не обсуждается. В общем, стою, жду еще одну девушку, которая тоже уже выехала. У нас сегодня летит 4 человека. 2 человека уже в Стамбуле, и нас сегодня летит 4. Наконец-таки, кто идет? Ну что, довольно-таки быстро мы прошли регистрацию. Скажу честно, вот я очень сильно переживала за Победы, но настолько приветливая девушка. Да, очень. Хотя не спросили даже у нас ни про ПЦР, ни про чего. Вот. Сейчас мы проходим таможенный контроль. Duty Free, здравствуй. Мы прошли. Быстро прошли, скажи. Прям вообще как-то очень быстро. Очень быстро. Так, что-то надо, нет? Я не знаю. Я хотела... бутылочку шампанского я хотела посмотреть себе какую-нибудь. Нам. Аж мы приедем, нам надо за встречу что-нибудь будет глотнуть. Я предлагаю какую-нибудь бутылочку взять. Пойдем посмотрим. Все равно нам девочек ждать. Посадка на ваш рейс заканчивается. Аисти Мандора, Абрау Дюрсо. Вот. Аисти Мартини. Кстати, мне взять себе маленькую бутылочку. О, на него, кстати, скидка. Можем взять Аисти Мартини. Только я хотела бы что-нибудь, конечно, более этого. Не сладкое, я думаю. Ты какое пьешь? Там шампанское сладкое? На полусухое тоже. Чинзана. Что еще здесь есть? Все, да. И duty-free прямо очень много всяких таких вот небольших прям бутылочек. И цены, я бы сказала, в принципе, вполне нормальные цены для небольшой тары. А это наш выбор. Друзья, хочу с вами поделиться. Особенно для тех, кто, как говорится, пойдет по моим стопам. Так как у нас у одной из девушек день рождения было, подумали и решили сделать ей сюрприз. Вот. И я, скажем так, покупала специально такие холодные свечи, которые поджигаешь, типа фейерверка, и бенгальские огни. Положила все в чемодан.
Ну, как бы у меня даже мысли не было, что в чемодане провозить нельзя. Оказывается, нельзя. Я уже прошла в чистую зону, как видите. Мне звонит Победа. Говорит, типа, Александра, а что у вас в чемодане? Я говорю, а что там в чемодане у меня? Вам нужно пройти вот там, где вы проходили зону таможенного контроля, подойти к любому сотруднику и сказать, что вас вот вызвали к чемоданам. Вас приведут, вам надо вскрыть чемодан и вытащить, вас там запрещенка. Я подхожу, благо я там оказалась такая не одна. Там еще были девушки, тоже, которые везли какие-то бенгальские огни. Нас всех заставили вскрыть свои чемоданы. У меня он был обмотан, вы его видели, я его вскрыла, все туда достала, все им отдала, написала акт, что я все это дала. Благо, очень приятные женщины там сидят в смене. Дали мне скотч, я обратно обмотала, как-то примотала эту пленку. Ну, в общем, я потом вам покажу, в каком виде приедет мой чемодан. Но имейте в виду, что, оказывается, в чемодане, в багаже провозить все это нельзя. Вот так вот. Duty Free нас не отпускает. Потому что в бизнес-зал пойти в этот раз не получится, потому что карта Priority Pass есть у меня. Поэтому было принято решение, что мы купим шампанское и пойдем в Узбечку. Здесь есть такое кафе. И девочки там позавтракают, а я выпью бокальчик. Мне как-то после такого стресса, когда вытаскивают все оттуда с чемодана, как-то немножко прям надо чем-то это затушить. Что? Вот такой вот у нас стол. Девочки уже без масок. Уже красивые. Проснулись. Наконец-таки. Я уже там давно проснувшись, они только проснулись. Давайте, девочки, за встречу, за нашу поездку, чтобы она прошла хорошо. А то там, те, которые в Стамбуле уже давно пьют, а мы еще даже не начинали. Наконец-то. Что, за ваше здоровье. А у нас начинается поездка. На борту Победы. Сегодня я, Сергей Юнов, лечу с вами в этом офигенном самолете. Да, в общем, как вы поняли, я уже в самолете, и впереди у нас вылет в Стамбул. В общем, я очень надеюсь, что будет хорошо. Ну, а теперь мы с вами увидимся уже в Стамбуле. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Заканчиваю данный выпуск, и впереди будет выпуск уже из Стамбула. Говорится, хорошего всем настроения и крепкого здоровья. И помните, что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Путешествуйте и не забывайте подписываться. Пока-пока. Небо тысячи глаз сверху смотрит на нас, только небо одно никого не предал. Снег ли с неба летит, льет ли с неба вода, только небо с тобой, лишь оно навсегда. Облаков острова, облаков паруса, там все наши слова, там друзей